Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу рассказать, как нарисовать спелые сочные вишни акриловыми красками. На ваше усмотрение вы можете использовать любые другие краски, которыми вы владеете, или даже цветные карандаши. Мне понадобился стандартный набор акриловых красок, кисти, бумага для акварели и простой карандаш с ластиком. Начать работу следует с наброска в карандаше. Поскольку я не записала рисование наброска, когда рисовала картину, я решила нарисовать набросок еще раз. Чтобы нарисовать ягоду, я сначала намечаю ее границы. Я делаю это для того, чтобы не пришлось потом очень много раз стирать намеченную ягоду, поскольку если мы будем ввести сразу кружочек такой, мы можем не почувствовать высоту или ширину ягоды, и гораздо проще заранее обозначить для себя высоту, ширину ягоды и потом уже соединить вот эти вот отправные точки. Как видите, со второй ягоды я поступаю так же, и дальше будем рисовать хвостик. Рисуем хвостик мы примерно на расстоянии 2/3 по высоте ягоды от низа ягоды, то есть примерно он находится и не посередине ягоды, и не наверху, а на расстоянии примерно 2/3 от высоты ягоды. И мы не забываем придать хвостику небольшой изгиб в сторону второй ягоды, чтобы было понятно, что где-то там наверху два хвостика срастаются в один. И рисуем блики на ягодах, чтобы ягоды были живыми, настоящими. Обозначаем заранее, где у нас будут блики, чтобы не закрасить их темной краской и чтобы точно понимать, где они будут располагаться. Обратите внимание, за хвостиком тоже есть маленький блик. Обязательно обозначаем его на обеих ягодах. Также наши ягоды имеют тень. Мы тоже ее обозначим, чтобы не забыть ее нарисовать на нашем рисунке. Ну вот, наш набросок готов. Теперь можно приступить к работе с красками. Для начала закрасим фон. Мне хотелось получить темный фон с таким изумрудным оттенком и с эффектом легкого свечения. Для этого я взяла черные краски, а также два оттенка зеленого, светлый и темный, и желтый цвет. Немножко смешав все эти цвета, я заполнила фон, стараясь оставить темными уголочки нашего рисунка. Для растушевки желтого и зеленого оттенков вы можете использовать обычную губку. Далее мы начинаем закрашивать ягоды. Для начала мы закрасим ягоды в один цвет. Для этого нужно выбрать основной цвет ягоды. Он должен быть не самым светлым в нашей ягоде и не самым темным, то есть именно средний такой цвет, который будет являться основным локальным для наших ягод. Далее мы будем затемнять теневые места ягоды и высветлять те места ягоды, куда падает свет. Я слегка затемнила нижние и боковые части ягод и то место, где ягоды касаются друг друга. Далее будем рисовать хвостики наших ягод. Для этого я рекомендую использовать светло-коричневые, темно-коричневые краски. Можно добавить немножечко зеленого и желтого цвета. На ягодке и на веточке свет падает слева, поэтому я рисую левую часть веточек более светлой, а правую часть веточек более темной. Темными красками я также наметила тень от ягод. Далее берем более светлую красную краску и начинаем разукрашивать выпуклые части ягод, на которые попадает свет. Для получения более светлых оттенков красного я смешивала красную краску с белой, а для получения более темных оттенков я смешивала красную краску с коричневой и другими темными красками. Блики я закрасила розоватым цветом, разбавив белую краску с красной. Позже мы будем выбеливать эти блики в нужных местах. Также я усилила затемнение ягод в теневых местах. Там, где ягода касается поверхности, находится самое темное место ягоды. Желательно, чтобы переход от темной части ягоды к светлой выпуклой части был максимально незаметным и плавным. Для этого нужно использовать разные промежуточные цвета, не только резко темно-красные и резко светло-красные. Смешивая краски, смело экспериментируйте, добавляйте разных цветов, добивайтесь разных оттенков.
Но прежде чем наносить какой-то новый цвет на ваш рисунок, попробуйте на отдельном листочке. Я обычно выкрашиваю достаточно большой участок на отдельном листочке основным цветом нашего рисунка, как в данном случае цветом ягоды. И потом каждую новую краску, новый оттенок пробую на этом участке, чтобы понять, как он будет смотреться, прежде чем наносить на основной рисунок. Сейчас я рисую полупрозрачные блики на внешней стороне нашей ягоды. Для этого я ни в коем случае не беру белый насыщенный цвет. Я разбавляю белый цвет с капелькой красного до получения очень-очень бледно-розового цвета. И потом этот очень бледно-розовый цвет я разбавляю водичкой, чтобы он стал совсем практически прозрачным. Имейте в виду, что акрил после высыхания очень любит становиться более ярким, и ваши полупрозрачные блики могут стать слишком белыми. Поэтому я рекомендую опять же развести очень прозрачный цвет и сначала попробовать его на отдельном листке. Постепенно наращиваем интенсивность белого большого яркого блика, накладывая новые и новые слои. Поскольку наши ягоды подсвечиваются зеленым цветом, они не могут не отражать зеленые оттенки. Поэтому я возьму темно-зеленый цвет и нарисую рефлексы, то есть отражение этого зеленого нашего сияния в теневой части ягоды в самом низу. Таким образом, наши ягоды очень удачно вписались в зеленый фон, который мы изначально для них выбрали. Обратите внимание, в самой тени тоже отражаются цвета. В нашем случае в тени ягод отображается темно-бордовый цвет от ягод. Я тоже рисую это отражение. Ну и в конце дотачиваем детали, усиливаем блики и доделаем все, что хочется доделать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Думаю, скоро здесь будет очень много интересных рисунков. А также заглядывайте на мою страничку в Instagram, там уже много моих работ. Адрес моей странички вы видите сейчас на экране. Всем пока!